Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду из супермаркета «Красное белое». Премиум паштет с гусиной печенью. Торговая марка «Перва». Масса 95 граммов. Но вот состав здесь совсем что-то не премиум. Потому что в составе очень много воды, есть и гусиная печень, конечно, но есть еще и маргарин. В общем, гусиный паштет с маргарином я даже супер дешевый еще не встречал. А здесь премиум и в то же время маргарин еще добавили. Маргарин — это вообще супер дешевый продукт, который в премиум вообще никак не должен входить. Также тут еще куча различных специй, различных добавок. В общем, состав не полностью натуральный. Состав этого паштета не очень хороший. Да и к тому же здесь вот шрифт, он сливается с фоном. Читать очень неудобно, у кого зрение плохое, тот вообще не сможет прочитать, что здесь написано. Паштет с гусиной печенью, стоимость 36 рублей 99 копеек. Адрес производства — город Курган. Состав хоть тут и не очень хороший, но тем не менее запах приятный. По консистенции паштет густой, не жидкий. Бывают дешевые паштеты, они супер водянистые, но этот паштет вполне нормальный. Во вкусе, конечно же, ощущается, что это далеко не премиальное качество. Тот, кто пробовал настоящие паштеты, которые сделаны действительно из одной печени, там очень мало каких-то других добавок, особенно маргарина, то, конечно же, те сразу же почувствуют, что это далеко, в общем, не идеальный паштет. Но, тем не менее, он вполне съедобный, я думаю, что для своей цены качество приемлемое. И специи даже особо вкус не перебивает, то есть и вкус печени тоже присутствует. В общем, если хотите сэкономить, то такой паштет можно купить. Индилайт. Ветчина классическая из индейки. 100% мясо индейки. И со звездочкой что тут написано, то есть значит есть какой-то подвох. Масса упаковки 120 граммов. Основными компонентами в составе являются филе грудки и филе бедра индейки. Есть ароматизаторы, не написано какие они, натуральные, не натуральные, в общем непонятно. Стоимость ветчины 59 рублей 89 копеек. Адрес производства — Пензенская область, село Овчарное. Открыл упаковку, запах от ветчины идет вполне нормальный. На внешний вид ветчина смотрится хорошо, возможно, что тут есть какой-то еще и краситель, но его не супер большое количество, потому что цвет такой блеклый, не какой-то ярко-красный. Попробовал, отличная ветчина по вкусу. Единственное только, что здесь какой-то очень много влаги, какие-то капельки жидкости здесь присутствуют. Но и в какой-то другой ветчине тоже бывает, иногда купишь упаковочку, и там тоже всякая влага присутствует, особенно в сосисках очень много воды. Здесь добавлен влагоудерживающий агент, то есть добавляют еще воду. Фарш потом, чтобы, в общем, эта вода не стекала, там присутствует влагоудерживающий агент, но все равно кое-какая влага стекает. В общем, это ветчина среднего качества, вполне приятная она на вкус, вполне съедобная, чувствуется, что здесь мясо есть настоящее, а не одни какие-то сплошные добавки. И самое интересное то, что вот в этом магазине эта ветчина стоит очень дешево, всего лишь 60 рублей. В других магазинах она стоит практически в 3 раза дороже. Килька, обжаренная в томатном соусе. Торговая марка Владкон. Масса нетто 240 граммов, а масса самой кильки 160 граммов. Килька здесь балтийская, не разделанная. Состав полностью натуральный, никаких красителей, консервантов здесь нету. Килька балтийская, стоимость 74 рубля 89 копеек. Изготовлена во Владимирской области, город Лакинск. Как мы видим, жидкости здесь действительно много. Рыба, можно сказать, в ней плавает. Сама рыба не мелкая, такая, в общем, средненькая. Попробую на вкус. Попробовал и могу сказать, что рыба здесь довольно-таки качественная. Не супер мелочь. Вот иногда бывает, купишь какие-нибудь дешевые консервы, и там килька, там одна сплошная мелочь. То есть там и рыбы даже не видно, там даже эта рыба уже превратилась в кашу. А здесь действительно рыба такого приличного размера. Очень вкусный томатный соус. Но минус, конечно, в том, что эта килька не разделанная, поэтому со всем внутренним содержимым приходится кушать эту рыбу. Это, конечно, я думаю, подойдет не каждому. Кто-то и побрезгует есть рыбу с ее внутренностями. Петра вермишель со вкусом курицы. Написано, что готового продукта будет 300 граммов. Масса этой упаковки 50 граммов. Состав вермишели вполне обычный. Здесь, конечно же, он не 100% натуральный. Куча различных добавок присутствует.
Вермишель Петра, стоимость 8 рублей 89 копеек. Адрес производства Московская область, город Серпухов. Внутри находится пакетик с суповой основой и сама вермишель. Залили кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Прошло 5 минут, и как мы видим, лапша очень хорошо заварилась. Перемешаю все это дело. На внешний вид лапша смотрится отлично, она хорошо заварилась, не разваливается, в кашу ничего не превратилось. Попробовал эту лапшу и, по-моему, она ничуть не хуже Ролтона. Очень вкусная, хорошо заварилась, мягкая и форму свою держит хорошо, ничего не разваливается, не слипается. По-моему, вообще отличная лапша, и за 9 рублей купить такую лапшу, ну, мне кажется, это вообще просто супер. Не знаю, сколько в других магазинах она стоит, это Петра, возможно, что и подороже. Но здесь, конечно же, цена очень приятная, так что можно смело идти в красное-белое и купить там такую лапшу. Отличная, в общем, по качеству лапша и по вкусу тоже. Мороженое лакомка, торговая марка «Русский холод». Это у нас пломбир ванильный. На упаковке еще написано, что без растительных жиров, на сливках. Массовая доля жира в молочной части продукта 12%. Мороженое лакомка, стоимость 59 рублей 29 копеек. Но, как оказалось, само-то мороженое без заменителя молочного жира, а вот эта вот шоколадная взбитая глазурь, которая сверху, оно уже идет с заменителем молочного жира, тут вот прям так и написано. Хотя здесь вот написано без растительных жиров. Но тем не менее растительные жиры здесь все-таки присутствуют. Так что немножечко лукавит производитель. Изготовлено в Московской области, город Люберцы. Везде написано слово ГОСТ, но сейчас слово ГОСТ уже не становится гарантией качества, потому что ГОСТ могут писать на полностью несъедобных продуктах. Так что ГОСТ это, в общем, он уже, как мне кажется, утратил свою уже какую-то значимость. Масса мороженого 80 граммов. Проверю его на мягкость. Режется очень мягко. Мороженое супер мягкое, я бы сказал. Слой шоколадной глазури здесь не очень толстый. Тем более, что она вспененная, такая воздушная. Ну, попробую теперь на вкус. По вкусу это мороженое мне понравилось. Оно очень хорошо тает во рту. И вот эта вот глазурь шоколадная тоже приятненькая на вкус. С сахаром не переборщили. То есть приторности какой-то во вкусе нету. Ну и понравилось то, что оно очень мягкое, нежное, в общем, отличное мороженое. Я думаю, что качество для своей цены очень даже хорошее. Потому что вот за такую цену в других магазинах очень сложно найти такого качества вкусное мороженое. Если вот покупать какое-то хорошее мороженое, оно все будет уже больше 100 рублей. А здесь всего лишь 60 рублей и действительно приятное на вкус мороженое. В общем, мороженое такое тоже можно покупать. Тыковка. Семена тыквы жареные отборные. Масса 40 граммов. В составе семена тыквы жареные и соль. Семена тыквы, стоимость 46 рублей 99 копеек. Адрес производства Ростовская область, станица Бессергеневская. На внешний вид очень даже хорошие семечки тыквы. Сейчас попробуем почистить, посмотрим, что там будет внутри. Внутри тоже очень хорошая семечка, сейчас попробую на вкус. Съел несколько тыквенных семечек, по вкусу мне все понравилось. Мне так показалось, что эти семечки вымачивались в соленой воде, потому что соль распределена абсолютно равномерно, и она не только на вот этой вот скорлупе на поверхности, но и сами вот эти вот ядрышки, они тоже солененькие. И солененькие они в меру, то есть с солью не переборщили. Пожарили тоже неплохо, попадаются, конечно, такие пережаренные, но их не очень много. В целом, я думаю, что эти семечки очень качественные, ну, по крайней мере, вот эта вот пачка, которая мне попалась. Савушкин, сырок, кокос, миндаль. Масса 40 граммов. Из минусов сразу же я здесь вижу, что используется заменитель масла какао. Шоколад здесь не настоящий. Сырок Савушкин, стоимость 29 рублей 89 копеек. Адрес производства Республика Беларусь, Брестская область, город Береза. Как мы видим, сверху этого сырка глазурь из белого шоколада. Внутри этот сырок смотрится вполне обычно, попробую на вкус. В составе было написано, что здесь настоящий творог используется, ну и по вкусу мне этот сырочек понравился. Также ощущается, что внутри есть и кокосовая стружка, и есть измельченный миндаль. Ну и цена приемлемая, 30 рублей, это в нынешних условиях такая нормальная, в общем, цена. Качество такое средненькое, цена невысокая, в общем, еще бы раз я бы такой сырок купил, по вкусу мне все понравилось. В этом магазине я купил еще печенье турецкого производства.
Называется Alpella Creams Dark. По внешнему виду что-то типа Орео. Масса 57 граммов. Как мы видим, на упаковке нету совершенно ничего на русском языке, только что вот есть наклейка, на которой уже и написано на русском языке. В составе есть различные растительные жиры, то есть в Турции тоже печенье пекут не на сливочном масле, а с использованием различных растительных жиров. Тут есть и пальмовое, и кокосовое. Также есть ароматизаторы, но не написано, какие они, натуральные или нет. Печенье это с какао и начинкой с ванильным вкусом. Печенье Alpella Creams, стоимость 29 рублей 99 копеек. Как я уже и говорил, изготовлено это печенье в Турции. По запаху это печенье тоже очень сильно напоминает Орео, ну и начиночка похожа. Само печенье такое рассыпчатое, рыхлое. Ну и сейчас попробую его на вкус. Всего в этой упаковке оказалось 6 печенюшечек. Ну и так как стоимость 30 рублей, получается, что одна печенюшечка такая стоит 5 рублей. Ну, по-моему, это вполне такая нормальная цена. Ну и к тому же и привезли нам из Турции. Ну и по вкусу очень-очень сильно похоже на Орео. Такое ощущение, что это, в общем, рецепт печенья Орео. Я думаю, что тот, кто любит Орео, он может спокойненько покупать и такое печенье, потому что оно стоит дешевле. По вкусу мне все понравилось. В общем, хорошее шоколадное печенье и начинка такая вот с ванильным вкусом. Ну и приятная цена, поэтому вот такое печенье тоже можно покупать. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!